Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я хочу поделиться с вами своим гениальным и в то же время простейшим приспособлением, которое поможет сделать более комфортной работу штукатура либо же шпаклевщика. Я думаю, все же, кто хоть раз в своей жизни сталкивался со строительными работами, знает, как сильно пылят сухие строительные смеси и как это пагубно влияет на наш организм. А данное приспособление поможет свести на нет пыль при замешивании сухих смесей. А чтобы не потерять это видео, обязательно поставьте ему лайк, чтобы оно всегда было у вас понравившееся. И когда наступит время использовать сухие смеси, обязательно его просмотрите и сделайте себе такую же приспособу. А для ее создания нам потребуются канализационные пластиковые трубы диаметром 50 мм. И я ее делаю для круглого строительного таза объемом 60 литров. Также данную приспособу можно адаптировать на тазы больших размеров, а также на квадратные либо же прямоугольные. Это универсальная приспособа. Во-первых, потребуется угол 90 градусов в количестве 2 штуки, труба длиной 15 сантиметров в количестве 3 штуки, тройники в количестве 2 штуки, также один угол 45 градусов, и в моем случае я использовал еще переход с 32 трубы на 50, так как я использую пылесос, шлангу которого диаметром 32 мм. Но для того, чтобы он у меня плотно влез, мне пришлось срезать кайму на переходнике. И начинаем мы сборку приспособы с этого переходника. Вставляем его сразу в тройник. Затем устанавливаем 15-сантиметровую трубу. На нее ставим угол 90 градусов. Затем снова устанавливаем 15-сантиметровую трубу, тройник. За ней устанавливаем еще одну трубу, ставим угол 90 градусов и в завершении приспособы я поставил угол 45 градусов. На мой взгляд, такая конструкция более продуктивно всасывает пыль, чем если бы завершать эту конструкцию 90 углом. Ну а теперь давайте продемонстрирую, как все работает на деле. Самый простой способ — просто положить данное приспособление на таз, подключить пылесос, включить его, а затем высыпать в таз сухую смесь. И как вы можете видеть, за считанные секунды вся пыль удаляется в пылесос, и вы дышите нормальным свежим воздухом, безо всякой пыли. Но немного поиспользовав данную приспособу, я ее еще усовершенствовал, а именно само ее использование. Все так же перед работой устанавливаем приспособу на таз, немножко отодвигаем ее от края, затем берем кусок пленки, накрываем таз и сверху кладем доску. И посмотрите, что нам это дает. Запускаем пылесос и высыпаем мешок не с навеса, а окунаем мешок в воду. Таким образом, уже вся смесь находится в воде и меньше пылит изначально при насыпании. Затем та пыль, которая пытается подняться вверх, удерживается пленкой. А так как насос включен, то она быстро им поглощается. Ну а доска отлично удерживает саму приспособу, и она не перекидывается. Вариант, чтобы сделать какие-нибудь скобы, либо крепить данную приспособу хомутами, отпадает сразу. Так как если, например, накрутить на таз металлические крепежи для сантехнических труб, то приспособа будет держаться крепко, но это будет отнимать время на фиксацию и затем после замеса снятия данной приспособы. Также если к тазу на постоянку закрепить данную приспособу, то это будет неудобно затем при использовании готовой строительной смеси. Вы будете всегда цепляться об приспособу. Поэтому данный способ самый лучший. Делайте замес, пока вся сухая смесь не увлажнится и не прекратит пылить. Скидываете доску и пленку и саму приспособу, выключаете пылесос и дальше до нужной консистенции замешиваете раствор, а затем используйте его по назначению. Поэтому, друзья, если вам приспособа понравилась и вы хотите знать больше различных лайфхаков и других полезных видео про строительство, то обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Также не забудьте поставить лайк этому видео и поделитесь им в соцсетях со своими друзьями. У меня же на этом все. До встречи в новых видео. Пока!